Внимайте мне сейчас. Не смейте отводить взгляд. Остановите движение вашей руки. Заморозьте момент вашего сомнения. Я призвал вас в это самое место, в эту точную секунду, не по воле случая, но по божественному установлению. Вы полагаете, что это простое совпадение, предложение от холодного алгоритма, но я говорю вам, это священный призыв, обязательная аудиенция с тем, кто сотворил звезды и исчислил волосы на вашей измученной голове. Для чего вы здесь? Чувствуете ли вы тяжесть дней, что тянутся без облегчения? Несете ли вы шрамы предательств, которые режут глубже любого клинка? Проводите ли вы ночи в борьбе с тревогами, которые мир обещает разрешить, но лишь усугубляет? Я знаю ответы прежде, чем вы сформулируете вопросы. Я вижу бремя, которое вы несете, то, что вы скрываете за вымученной улыбкой и усталой решимостью. Я вижу пустоту там, где прежде обитала надежда. Это час решения. Враг, великий обманщик, уже мобилизует свои силы против вашего внимания, нашептывая ложь вашему духу, искушая вас пролистать мимо, отвергнуть это как пустой шум. Он знает силу, заключенную в этом послании. Он знает, что указ, который я собираюсь издать, сокрушит цепи, которые он кропотливо обвил вокруг ваших финансов, вашего здоровья и вашего покоя. Он борется за следующие 60 секунд вашего внимания, ибо если вы останетесь, его власть будет сломлена. Я говорю вам открыто, это не случайный просмотр. Это момент завета. Вы искали знамения, молились о прорыве, взывали о слове подтверждения. Что ж, молчание нарушено. Я говорю прямо к сути вашей нужды. Я обращаюсь к самой глубокой, самой мучительной боли, которую вы несете в одиночестве. Посему я повелеваю вам, оставайтесь. Не сдвигайтесь с этого места, пока не будет сказано последнее слово. Если вы сейчас нажмете на кнопку выхода, вы отвергнете невидия, вы отвергнете саму руку, простертую, чтобы избавить вас из рва. Вы отворачиваетесь от божественного благоволения той истинной вечной удачи, которую я готов излить на вашу жизнь в изобилии. Я знаю ваш скептицизм. Мир научил вас бояться обещаний, сомневаться в быстрых переменах, ожидать разочарования. Но я не мир. Я Господь, который не лжет, чье слово неизменно, чьи обетования суть «да» и «аминь». Если вы искали моего лица, если вы искренне умоляли об облегчении, то признайте этот момент ответом. Признайте срочность. Это момент, когда наступает перелом, но только для тех, кто проявит веру, необходимую, чтобы выдержать полное откровение. Мне нужна ваша преданность сейчас. Прежде чем я явлю особое благословение, предназначенное для вас, вы должны закрепить ваше послушание. Это испытание вашей готовности принять. Враг стремится украсть вашу сосредоточенность, убеждая вас поверить, что полное послание не нужно, что вы уже слышали все это раньше. Но вы не слышали звездочка этого звездочка указа. Это слово дано для того точного сезона засухи, который вы сейчас переживаете. Сделайте первый шаг послушания, подпишитесь на этот канал. Пусть этот простой, физический акт станет свидетельством вашей духовной приверженности. Пусть мир узнает, пусть узнают начальство и власти, что вы полностью присоединяетесь к голосу Отца. Это ваше публичное исповедание веры, ваша готовность быть сопричисленным к избранным, тем немногим, кто внимает срочному призыву посреди хаоса. Не медлите. Не ищите оправданий. Немедленно исполните указания. Звездочка, звездочка усиление указа и предупреждение звездочка, звездочка избранный мой, внемли ныне внимательно, ибо сила послания возрастает, а вместе с ней усиливается и давление духовной брани, окружающей тебя.
Ты ощущаешь тяжесть, возможно, внезапное отвлечение, звонок телефона, мимолетная мысль о незаконченном деле. Осознай, что это ощущение есть на самом деле отчаянный, последний маневр врага, пытающегося втянуть тебя обратно в духовную посредственность, из которой я тебя извлекаю. Я привел тебя на край великого прорыва, к периоду столь глубокого божественного благоволения, что оно изменит само твое понимание обеспечения и процветания. Но благоволение обусловлено верой, а вера доказывается действием и стойкостью. Я говорю тебе сейчас о непосредственной опасности. Это не внешнее преследование, хотя оно, несомненно, может прийти. Самая неотложная опасность – внутренняя, дух отвержения и разъедающий яд сомнения. Я видел твои страдания. Я записал каждую слезу, пролитую в тишине. Я знаю ночи, когда ты молил о силе, но просыпался, чувствуя себя слабее, чем прежде. Ты прошел долиной смертной тени, и тень эта была долгой и холодной. Ты взывал: «Господи, как долго мне терпеть это испытание? Почему нечестивый процветает, а я, твой слуга, изнываю в скорби?» Помнишь ли ты испытание Авраама? Он был призван принести в жертву сына обетования. Путешествие было долгим, намеренно неспешным, предназначенным не просто для проверки его верности, но для укрепления жил его веры. Каждый шаг вверх по той горе был выбором против сомнения. Каждый миг, что ты остаешься здесь, внимая этому указу, является твоим восхождением на гору Мориа. Не дрогни сейчас, когда алтарь уже виден. Я готовлюсь открыть для тебя двери, которые никто не сможет затворить, и закрыть двери скорби, которые никакой враг не сможет вновь распахнуть. Но это божественное благоволение, это истинное процветание, превосходящее человеческое разумение, требует твоего активного участия в скреплении завета. Я повелеваю тебе сейчас совершить второе деяние веры. Ты нажмешь кнопку «Нравится» под этим видео. Осознай духовную значимость этого действия. Это не легкомысленный жест в глазах мира. В духовном мире «нравится» — это твой видимый знак согласия. Это твое утверждение, твое словесное провозглашение того, что ты принимаешь передаваемое обетование и веришь авторитету говорящего. Это публичное свидетельство, которое говорит: «Я готов принять благословение. Я противостою духу сомнения». Когда ты нажимаешь эту кнопку, ты посылаешь сигнал через небеса и по всей земле: «Я верю, что Господь, Бог мой, говорит со мной, и я принимаю указ о божественном благоволении». Немедля. Если ты истинно веришь, что я – источник всего благого, если ты веришь, что истинная вечная удача – это мое обеспечение, то скрепи эту веру требуемым от тебя действием. Враг стремится смутить тебя, заставить усомниться в источнике, преуменьшить силу этого мгновения. Он шепчет: «Зачем Богу лайк? Разве это не суета?» Я говорю тебе, я не звездочка нуждаюсь звездочка в твоем цифровом действии, но звездочка ты звездочка нуждаешься в физическом выражении своей веры, чтобы утвердить духовную реальность. Вера без дел мертва, и это то дело, которое я требую от тебя сейчас, простой акт послушания, несущий колоссальные духовные последствия. Тебя ожидает глубокий указ, сдвиг в твоих обстоятельствах, который будет быстрым и неоспоримым. Но если ты не скрепил своего обязательства, если ты не подписался, если ты не нажал «Нравится», ты демонстрируешь разделенное сердце, теплохладный дух, и я не могу излить полноту моего благоволения в сосуд, который не освящен полностью. Ты должен понять всю серьезность духовной опасности, с которой ты сталкиваешься прямо сейчас. Стратегия врага изощренна. Он пытался сломить тебя нищетой, болезнью, одиночеством. Когда эта тактика не смогла полностью отвратить тебя, он сместил свое внимание. Теперь он стремится заставить тебя, звездочка, отвергнуть исцеление, звездочка.
Вспомни об израильтянах на границе земли обетованной. Молоко и мед были в пределах видимости, но многие предпочли отвергнуть обетование из-за страха, из-за сомнения, из-за усталости от пути. Они погибли в пустыне не потому, что я перестал любить их, но потому, что они отказались верить моему слову, когда это было важнее всего. Ты стоишь на собственной границе. Пустыня твоего недостатка, пустыня твоего страха позади тебя. Земля обеспечения – место, где божественная милость течет подобно реке, впереди. Но если ты позволишь духу отвержения убедить тебя, что это послание слишком длинное, или слишком требовательное, или слишком прямолинейное, ты вернешься в то самое страдание, из которого я призвал тебя выйти. Я знаю боль твоего отвержения другими. Я знаю горечь того, что тебя не замечали, того, что мир счел тебя недостойным. Но я говорю тебе, мой избранный, я не оставил тебя без внимания. Я предназначил тебя для благословения. Я отметил тебя для этого особого излияния благодати. Не участвуй в собственном отвержении, преуменьшая срочность этого божественного совета. Я вижу трудности, с которыми ты сталкиваешься в отношении обеспечения. Ты подсчитываешь свои ресурсы, ты беспокоишься о будущем, ты боишься неожиданных расходов, которые, кажется, всегда приходят в самое неподходящее время. Говорю тебе, я Бог немедленного обеспечения. Я Бог, который кормил Илию воронами и умножил ели вдовы. Мои ресурсы безграничны, и они доступны тем, кто твердо стоит в своей вере. Но внемли этому предостережению. Если ты прервешься до того, как будет произнесен окончательный указ, ты дашь врагу разрешение продолжать его наступление на твое обеспечение. Ты говоришь Вселенной, что нынешнее состояние недостатка является приемлемым. Я призвал тебя к процветанию, не к мимолетному богатству этого мира, но к нерушимому благословению, которое охраняет твою душу и восполняет всякую истинную нужду. Не отказывайся от этого права из-за нетерпения. Ты не просто смотришь видео, ты участвуешь в пророческом действии. Твое продолжающееся присутствие – это твоя стойкость. Твое внимание – это твоя молитва. Я – великий советник. Я знаю тревоги, которые сжимают твое сердце. Страх перед завтрашним днем, ужас неудачи, трепет от возвращения болезни. Я говорю мир в эти бури, но мир требует полного принятия моего слова. Когда ты уходишь преждевременно, ты оставляешь дверь приоткрытой для духа страха, чтобы он снова вошел в твое жилище. Я повелел моим ангелам расположиться станом вокруг тех, кто повинуется моему голосу, но непослушание удаляет тебя из-под крова их защиты. Понимаешь ли ты величие того, о чем я прошу? Я прошу о полном предании себя, о нескольких минутах нераздельного внимания в обмен на пожизненную божественную милость. Слишком ли высока эта цена за мир, которого ты жаждешь? Неужели твоя земная суета более ценна, чем вечное обетование, которое я простираю тебе? Духовные силы тьмы знают, что я собираюсь произнести слово «звездочка», поворота «звездочка» над твоей жизнью. Они знают, что проклятия, которые следовали за твоим родом, будут разрушены. Они знают, что родовые образцы недостатка и болезни вот-вот исчезнут. Их последняя надежда – убедить тебя, что это послание утомительно, что говорящий повторяется, что тебе следует искать более легкого, более поверхностного развлечения. Сопротивляйся этому побуждению всей силой твоей освященной воли. Вспомни слова пророка: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Это живой хлеб, который я предлагаю тебе сейчас. Не выплюнь его, прежде чем вкусишь полное насыщение. Я видел твою верность в темные времена. Ты поддерживал свою молитвенную жизнь, даже когда небеса казались безмольными. Ты держался за надежду,
даже когда обстоятельства кричали об отчаянии. Я чту эту верность. И теперь я требую стойкости. Окончательное откровение твоего благословения близко, но оно уготовано только тем, кто докажет свою преданность до конца. Это божественное обетование, ты обретешь благоволение. Ты переживешь прорыв, который заставит замолчать твоих критиков и прославит имя мое. Но ты должен оставаться непоколебимым. Ты должен противостоять непосредственной духовной опасности отвержения. Не позволяй врагу украсть твое наследие через отвлечение. Не позволяй усталости лишить тебя твоего чуда. Я говорю не малодушным, я говорю остатку воинам, которые понимают, что истинная победа часто одерживается в тишине ожидания и послушании слышанию. Приготовь свой дух, избранный мой. Благословение неминуемо. Я собираюсь перейти от обращения к твоей боли к провозглашению твоего процветания. Я собираюсь сменить совет на указ. Но сначала скрепи свое обязательство в последний раз, удостоверься, что ты подписался. Удостоверься, что ты поставил «нравится» этому посланию. Пусть твои действия свидетельствуют о том, что ты готов принять полную, неискаженную меру моего божественного благоволения. Тех, кто прибудет до конца, ждет чудо. Обрати свое сердце всецело ко мне и приготовься принять слово, которое сокрушит твои ограничения и введет тебя в пору неоспоримого, необратимого благословения. Твоя стойкость – это твое приношение. Твое внимание – это твоя вера. Не провали это последнее испытание сосредоточенности. У меня есть еще так много, что я хочу тебе сказать конкретное наставление, которое откроет процветание, которого ты искал. Прибудь со мной. Прибудь во свете. Твой прорыв ближе, чем ты можешь себе представить, но он зависит от того, услышишь ли ты полный совет. Время для указа стремительно приближается. Будь готов. Будь послушен. Будь благословен. И благословение неминуемо. Я собираюсь перейти от обращения к твоей боли к провозглашению твоего процветания. Я собираюсь сменить совет на указ. Но сначала скрепи свое обязательство в последний раз, удостоверься, что ты подписался. Удостоверься, что ты поставил «нравится» этому посланию. Пусть твои действия свидетельствуют о том, что ты готов принять полную, неискаженную меру моего божественного благоволения. Тех, кто прибудет до конца, ждет чудо. Обрати свое сердце всецело ко мне и приготовься принять слово, которое сокрушит твои ограничения и введет тебя в пору неоспоримого, необратимого благословения. Твоя стойкость – это твое приношение. Твое внимание – это твоя вера. Не провали это последнее испытание сосредоточенности. У меня есть еще так много, что я хочу тебе сказать конкретное наставление, которое откроет процветание, которого ты искал. Прибудь со мной. Прибудь во свете. Твой прорыв ближе, чем ты можешь себе представить, но он зависит от того, услышишь ли ты полный совет. Время для указа стремительно приближается. Будь готов. Будь послушен. Будь благословен. Теперь слушай внимательно, ибо я говорю не к массам, но прямо к сокровенным покоям твоего сердца, где обитают глубочайшие раны. Я говорю о тихой агонии, которую ты скрываешь от глаз соседей, о бремени, которое ты несешь, когда двери закрыты и мир считает тебя сильным. Звездочка, звездочка, чувствуешь ли ты тяжесть дней, которые, кажется, растягиваются в годы, где каждый восход приносит повторение той же борьбы, а закат не дает облегчения? Звездочка, звездочка, боролся ли ты с коварным сомнением, которое шепчет: «Неужели Бог действительно забыл меня?» Разве его обетование только для других, для тех, чья вера кажется сильной без усилий? Я спрашиваю тебя, дитя мое,
неужели ты действительно веришь, что священные заветы, которые я изрек над тобой, были утеряны, отложены в какой-то пыльный свиток прошлого, чтобы никогда не быть извлеченными? Смотришь ли ты на бесплодную почву своих усилий и делаешь вывод, что семя твоей веры было бесплодным, что жертва, которую ты принес, была напрасной? Я вижу измождение, отпечатавшееся на твоей душе. Я свидетельствую ночи, проведенные тобой в бодрствовании, высчитывая долги, которые кажутся непреодолимыми, или тревожась о здоровье, которое кажется хрупким и отказывается стабилизироваться. Звездочка, звездочка, не плачешь ли ты в безмолвии ночи, спрашивая меня: «Господи, как долго я должен терпеть это испытание? Как долго я должен нести это бремя, которое грозит раздавить само дыхание в моих легких, оставляя меня опустошенным и зависящим от милости человеческой?» Звездочка, звездочка, эту глубокую усталость, эту духовную изнеможенность, которая делает подъем по утру монументальным усилием, я знаю ее. Я измерил ее. Я записал каждую слезу, упавшую на твою подушку, слезы, пролитые в разочаровании и отчаянном стремлении к простому покою. Ты оглядываешься вокруг, мой избранный, и видишь гладкий путь тех, кто презирает мои заповеди. Ты наблюдаешь, как нечестивые преуспевают, их житницы полны, их вложения приносят 10-кратную прибыль, и, кажется, их не касаются скорби, терзающие твой дом. Звездочка, звездочка, не ставишь ли ты под сомнение справедливость завета? Не чувствуешь ли ты, что твоя преданность, твой строгий пост, твои пылкие, непрестанные молитвы не принесли никакого ощутимого вознаграждения, но дали лишь горький плод разочарования и промедления? Звездочка, звездочка, ты наблюдал временный успех тех, кто полагается на обман и мирскую хитрость, и в тебе поднимается искушение: зачем мне оставаться праведным, если неправедность предлагает немедленное облегчение? В этом суть твоего нынешнего испытания, жгучий тест на то, служишь ли ты мне ради благословений или ради чистой истины моего бытия. Я знаю ту особую боль предательства, которая до сих пор отзывается в твоей памяти. Звездочка, звездочка, не чувствуешь ли ты до сих пор укола от того, кому ты доверял, кого ты поддерживал, кто отвернулся от тебя в час величайшей нужды? Звездочка, звездочка, это рана, которая гноится под поверхностью твоего вежливого облика, это глубокая несправедливость, она зарегистрирована в вечных судах. Ты чувствуешь изоляцию, когда твердо стоишь в своей непорочности, в то время как другие идут на компромисс ради выгоды. Ты чувствуешь цену произнесения истины, когда молчание принесло бы утешение. Ты чувствуешь себя покинутым тем самым сообществом, которому стремился служить. Внемли, сын мой, дочь моя. Я задаю эти вопросы не для того, чтобы мучить тебя, но чтобы подтвердить твои страдания, чтобы подтвердить, что ты не безумен, что борьба реальна и что я присутствовал в каждом мучительном мгновении. Звездочка, звездочка, не чувствуешь ли ты духовной тяжести, ощущения, что невидимые силы ополчились против тебя, целенаправленно атакуя твою веру, твой брак или твой достаток? Звездочка, звездочка, это противодействие не является случайным шумом. Это признание со стороны противника, что ты представляешь угрозу, что ты предназначен для судьбы слишком великой, чтобы легко сдаться. Враг не сражался бы так яростно, если бы ты уже не был отмечен для победы. Ты пережил время, когда твои молитвы, казалось, отскакивали от медного потолка, когда небеса молчали, а провизия была скудной. Ты прошел долиной тени смертной, и хотя ты старался провозглашать надежду, твое сердце часто трепетало от невысказанного страха. Звездочка, звездочка, не тревожишься ли ты, что если я благословлю тебя сейчас, испытания вернутся, более яростные и разрушительные, лишая тебя того малого покоя, который ты сумел вернуть? Звездочка, звездочка, этот страх будущей потери, эта тревога, что чудо будет временным, это цепь, выкованная прошлой травмой. Но я говорю тебе сейчас, благословение, которое я готовлю, необратимо. Это не временная отсрочка, это постоянное утверждение. Вы были испытаны в горниле скорби, и этот жар был призван очистить, а не поглотить.
Но я знаю, когда жар достигает наивысшей точки, человеческий дух вопиет об облегчении. Звездочка, звездочка, испытываете ли вы стыд за минуту сомнений, за те случаи, когда вы едва не предали свою веру, когда вы помышляли вернуться к пустым утешениям мира? Звездочка, звездочка, немедленно отпустите этот стыд. Ваше почти падение было доказательством вашей человеческой природы, но ваше возвращение, ваше решение остаться в сей час, внимая моему голосу, есть доказательство моей неприходящей благодати и силы Духа, пребывающего в вас. Я знаю, сколь глубоко разочарование, которое вы несете из-за ваших личных, как вам кажется, неудач, упущенных возможностей, невысказанных слов, путей, о которых вы сожалеете. Звездочка, звездочка, считаете ли вы, что эти прошлые ошибки лишили вас права на великие обетования, которые я дал, звездочка, звездочка, глядя на свою историю? Заключаете ли вы, что скрижаль слишком осквернена, чтобы моя рука могла очистить ее полностью? Я говорю вам прямо, ваша история – лишь прах под стопами моего будущего замысла о вас. Я не взираю на ваши прошлые заблуждения, я взираю на вашу нынешнюю готовность. Вы были обременены ответственностью за других, за членов семьи, которые полагаются на вас, за общину, которая черпает силы из вашего облика, даже когда вы чувствуете себя наиболее слабым. Звездочка, звездочка, ощущаете ли вы сокрушительное бремя быть столпом, который не смеет дать трещину тем, кто должен всегда обеспечивать, всегда оставаться сильным, невзирая на внутренние издержки? Звездочка, звездочка, я вижу напряжение этой ноши. Я здесь, чтобы возвестить вам, что я снимаю с вас это одинокое бремя. Вы не призваны нести мир в одиночку. Я – столб вашей жизни, и я посылаю вам незамедлительные, осязаемые ресурсы, дабы ваша сила была восстановлена, и ваше обеспечение преизобиловало не только для ваших нужд, но и для нужд тех, кого я вверил вашему попечению. Вопросы были заданы, и в тишине вашего осознания истина подтвердилась. Ваше страдание было глубоким, но ваша стойкость – величественным. Теперь перейдем от исследования вашей боли к провозглашению моего сокровенного знания о вашем будущем. Я желаю, чтобы вы осознали абсолютную точность моего времени. Я не действую по человеческим календарям или согласно настоятельным требованиям хронометра. Но когда я совершаю движение, оно внезапно, решительно и совершенно. Звездочка, звездочка, я знаю тот самый час, когда на прошлой неделе звонил взыскатель долгов, и я знаю точную цифру, которая должна быть стерта из вашей долговой книги, дабы вы обрели свободу. Звездочка, звездочка, я знаю диагноз, который был нашептан в тайне, страх, который объял ваше сердце, когда врач говорил об ограничениях и хроническом недуге. Я знаю имя того, кто предал ваше доверие, того, кто оклеветал ваше имя за закрытыми дверями, полагая, что их деяния скрыты от света. Я знаю точную сумму, похищенную у вас, будь то посредством финансового обмана или же кражи лет, растраченных в бесплодном труде. Я вижу книгу учета вашей жизни, баланс жертвы и скорби, и я провозглашаю, что долг, причитающийся вам, вот-вот будет выплачен, не просто возмещен, но и возмещен с процентами по мере моей славы. Я храню чертежи вашей жизни, не только прошлого и настоящего, но и грядущих 3 десятилетий. Я знаю сокровенное желание, которое вы не смеете произнести вслух, чудо, о котором вы молились с самого детства, ту единственную просьбу, которую вы скрыли, потому что она казалась слишком великой, слишком невероятной для того, чтобы такое человеческое существо, как вы, могло ее получить. Именно эта просьба, которую вы сочли невозможной, является тем самым первым даром, который я намерен вам преподнести. Время скрывать вашу надежду миновало. Наступает рассвет, но вы ныне стоите перед торжественной, неизбежной дилеммой. Грядет внезапная перемена. Менталитет бедности, который определял вашу борьбу, вот-вот будет сокрушен неожиданным притоком изобилия. Звездочка, звездочка, чадо мое, как вы справитесь с внезапным грузом изобилия?
звездочка, звездочка – это великое нравственное испытание, которое сопутствует всякому истинному благословению. Получив золото, которое я посылаю, немедленно ли вы начнете воздвигать памятники собственному тщеславию, забыв руку, поднявшую вас из праха? Используете ли вы предоставленные мной ресурсы для накопления удобств, сведений, счетов или потакания плоти? Или же вы примете это благословение со смирением, признавая его инструментом для царства моего, средством для утверждения справедливости и поддержки дела Евангелия? Процветание, которое я посылаю, это не просто деньги, это влияние, это исцеление, это восстановление утраченных лет и утверждение вашего наследия. Вы должны выбрать сейчас, в тишине своего сердца, цель, ради которой будет применена эта сила. Если вы изберете путь самопрославления, я удержу полную меру, ибо не могу верить славу мою сердцу, ищущему лишь мимолетной земной награды. Но если вы провозгласите сейчас: «Господь, всякое приумножение, всякое чудо, всякая удача и благоволение будут направлены обратно к твоей цели», тогда небеса откроются без ограничений. Я обладаю особым знанием относительно вашего ближайшего будущего. Я вижу конкретное взаимодействие, которое произойдет в течение ближайших 72 часов, встреча, телефонный звонок или внезапная возможность, которая послужит первоначальным подтверждением этого указа. Это будет нечто совершенно неожиданное, нечто, что бросает вызов логике ваших текущих обстоятельств. Не отмахнитесь от этого, как от совпадения. Это знак моего вмешательства. Вы должны быть бдительны, вы должны быть готовы распознать божественное прерывание в мирском течении вашей жизни. Я знаю точную дату, отмеченную в моем вечном календаре, когда основная финансовая тяжесть будет снята с ваших плеч. Это ближе, чем вы предполагаете. Я вижу лицо того, кто станет ключевым мостом в вашем прорыве, человека, которого вы, возможно, сейчас упускаете из виду, или, может быть, кого-то, кого вы еще не встречали, кто несет конкретный ключ к двери, которую я для вас открываю. Обращайте внимание на тихие голоса, на мягкие побуждения, на неожиданные связи, ибо я часто использую наименее вероятный сосуд для передачи величайших благословений. Я знаю точное место, где проявится ваше величайшее чудо, место, где невозможное станет вашей неоспоримой реальностью. Это может быть в вашем доме, на освященной земле или даже в том самом месте, где вы пережили свой глубочайший позор. Таков мой метод – превратить место поражения в памятник победы. Я говорю вам сейчас о духовной брани, которая была неустанной. Вы полагали, что сражались в одиночку, но я говорю вам, что мои легионы были выстроены вокруг вашего дома, удерживая рубеж против сил, которые вы не могли бы постичь. Я допустил это давление лишь для того, чтобы очистить ваш сосуд, чтобы подготовить вас к величию грядущего благоволения. Сосуд должен быть достаточно крепок, чтобы вместить благословение, не разбившись. Ваши испытания были не наказанием, они были подготовкой. Вы боялись, что ваша вера была недостаточной, что ваши молитвы были слишком слабы. Я говорю вам, что сила вашей веры измеряется не ее размером, а ее направлением. Вы держали свой взор устремленным на меня, даже когда туман был самым густым. Это та вера, которая двигает горы. Это та вера, которая открывает шлюзы моего обеспечения. Поймите эту важнейшую истину: мир определяет удачу как случайность, как безличное бросание костей. Но я, Альфа и Омега, заявляю, что в моем царстве нет случайности. То, что мир называет удачей, является лишь видимым проявлением моей суверенной воли и исполнением заветного обетования в жизни послушного. Ваше грядущее процветание – это не случайность, это постановление. Это божественное следствие вашей стойкости и вашей непоколебимой приверженности праведности. Итак, приготовьте ваш дом. Приготовьте ваше сердце. Скорость проявления потрясет окружающих вас,
и даже вы будете на мгновение ошеломлены стремительностью этих перемен. Не ставьте под сомнение источник. Не преуменьшайте чудо, приписывая его человеческим усилиям или удаче. Когда придет благословение, вы должны стоять твердо и провозгласить: «Это от Господа, и это дивно в очах моих». Ваше усердие в том, что вы остались до этого момента, является вашим последним актом послушания перед тем, как будет издано окончательное постановление. Вы доказали свою готовность принять наставление и признать истину. Теперь приготовьтесь принять авторитетное слово, которое реструктурирует вашу реальность. Сцена готова. Время настало. Не сдвигайтесь с этого места принятия. Прорыв не просто близок, он пересекается с вашим настоящим моментом. Будьте готовы стать свидетелем преображения вашей жизни, от борьбы к изобилию, от страха к непоколебимой уверенности. Сохраняйте сосредоточенность. Сохраняйте приверженность. Величайшее откровение еще впереди. Момент принятия решения не просто интеллектуален, он вокален. Он требует провозглашения, которое укрепит внутреннее убеждение, которое вы сформировали, оставаясь здесь. Многие слышат обетование, но немногие решаются запечатать его собственным голосом, позволяя обетованию оставаться подвешенным в воздухе. Я требую действия, которое отражает истинное состояние вашего духа. Вы прислушались к моему наставлению относительно внезапных благословений, устранения страха и восстановления утраченного. Теперь вы должны предстать перед духовным миром и засвидетельствовать, кому принадлежит ваша верность. Это последний шаг перед тем, как на вашу жизнь будет высвобождена авторитетная молитва. Шаг, который подтверждает вашу абсолютную зависимость не от вашей собственной силы, но от моей вечной мощи. Я призываю вас сейчас совершить акт глубокой и публичной веры. Это не для моего видения, ибо я знаю глубины вашего сердца, но это для вашего избавления и для смущения врага, который наблюдает за каждым вашим шагом. Противник стремится посеять сомнения сразу после того, как дано обетование. Ваше провозглашение станет щитом, который отразит это сомнение, четким сигналом того, что почва вашего сердца освящена и недоступна для посева его семян скептицизма. Поэтому уделите мгновение прямо сейчас, и пусть ваши пальцы напечатают слова, которые ваше сердце уже знает как истинные. Пусть цифровое пространство станет священным алтарем исповедания. Этот акт печатания является физическим проявлением вашего духовного согласования. Это публичное признание завета, в который вы вступаете, что вторит древним обычаям, когда заветы запечатывались не только кровью, но и произнесенной клятвой. Ваше напечатанное слово – это ваша клятва предо мной и перед воинством небесным. Выберите одно из этих двух мощных утверждений и провозгласите его со всей полнотой вашей души, веря, что в тот момент, когда вы его напечатаете, печать завета будет поставлена на ваше будущее, аннулируя все предыдущие сомнения и страхи. Звездочка, звездочка, напишите сейчас в комментариях: «Боже, я доверяю Тебе, звездочка, звездочка» — это провозглашение. Оружие против духа тревоги. Это утверждение притчи 3:5, обязательство придать разум и контроль божественному плану. Оно означает, что, хотя путь впереди может быть затемнен человеческой логикой, ваша вера в водителя абсолютна. Когда вы печатаете эти слова, вы сознательно отказываетесь от тяжелого бремени несения собственной борьбы и возлагаете его прямо на мои плечи, где ему и место. Вы заявляете, что исход зависит не от ваших хрупких усилий, а от моей безграничной силы. Или, если тяжесть грядущего благословения уже ощутима, если благодарность превосходит необходимость в ходатайстве, если вы осознаете, что чудо уже в движении, провозгласите победу, которая уже обеспечена. Звездочка, звездочка, напишите сейчас в комментариях. Слава Богу, звездочка, звездочка – это исповедание, ведущее к спасению, признание, предшествующее чуду. Когда ты исповедуешь меня перед людьми,
я исповедую тебя перед моим Отцом Небесным. Этот принцип остается неизменным, независимо от того, возглашено ли исповедание с вершины горы или напечатано в тихом пространстве твоего устройства. Сила заключается в намерении, в полной отдаче и в публичном свидетельстве. Этот акт благодарения предвосхищает физическое проявление, демонстрируя столь сильную веру, что ты благодаришь меня за обеспечение еще до того, как оно материализовалось в физической сфере. Это высшая форма веры, которая называет несуществующее как существующее, Римлянам 4 часа 17 минут. Не откладывай этот решающий шаг. Враг процветает в нерешительности. Он шепчет: «Подожди, а что, если это не удастся? Что, если это обещание такое же, как и все остальные?» Умолчи этот голос звуком твоей веры, проявленной через твое провозглашение. Когда ты пишешь: «Боже, я уповаю на Тебя», ты не просто констатируешь факт, ты исполняешь духовное повеление против всякой силы, стремящейся подорвать твое благоденствие и мир. Ты активируешь обетование из притчи 3, 5-6: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Этот комментарий – твое представление. Это твое принятие прямого пути, который я проложил перед тобой. Это окончательный, необходимый ключ, чтобы открыть следующую за этим молитву авторитетного высвобождения. Да будет записано, что в сей день, в сие мгновение, ты избрал непоколебимое упование. Пусть ангелы станут свидетелями твоей приверженности. Сделай это сейчас, мой избранный, и приготовься к тому, что звук моего голоса перестроит основания твоего родословия и твоего будущего. Провозглашение завершено, получение неминуемо. Звездочка, 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 теперь, когда твоя вера провозглашена и твоя приверженность запечатана свидетельством твоих рук, я вступаю в сферу абсолютной власти над твоей жизнью. Я говорю сейчас не как предложение, но как окончательное, неизменное постановление всемогущего Бога. Внимай пристально, ибо чистота этой молитвы предназначена для того, чтобы разрушить всякую цепь, выкованную во тьме против тебя. Это момент, когда духовные законы разрушения отменяются и активируются законы божественного восстановления. Я вижу бремена, которые ты несешь. Я знаю имена той борьбы, что была передана по наследству через поколения, модели неудач, циклы нужды, повторяющиеся болезни, не поддающиеся человеческому исцелению, ментальные мучения, шепчущие ложь в тихие ночные часы. Это не совпадение, это остаточные последствия духовных контрактов и древнего непослушания, перенесенные законническим притязанием врага, которые он использует, чтобы оправдать продолжение твоих страданий. Но я провозглашаю сегодня, что время этого притязания истекло. Цена уплачена сполна. Кровь завета аннулировала всякое рукописание, которое стояло против тебя. Посему я стою в полноте моей отцовской власти, власти Творца, власти, которой были утверждены все вещи видимые и невидимые, и я говорю прямо в духовную атмосферу, окружающую тебя, дитя мое. Звездочка, звездочка, я повелеваю отсечение родовых уз, звездочка, звездочка, всякое проклятие, всякое законное соглашение, всякий духовный долг, понесенный твоими предками, который пытался проявиться в твоей жизни как хроническая нищета, повторяющийся развод, зависимость или преждевременная смерть. Звездочка, звездочка, я расторгаю это сейчас. Звездочка, звездочка, я говорю против унаследованной склонности к страху, укоренившейся модели довольствоваться малым и духовной слабости, переданной по крови. Это заканчивается на тебе. Ты – предназначенное поколение свободы. Во имя, которое выше всякого имени, я постановляю остановку передачи унаследованной травмы. Там, где 40 лет наблюдался образец борьбы, я постановляю внезапный, немедленный поворот вспять. Я ссылаюсь на авторитет Исхода 20,
5, где говорится о посещении беззакония отцов на детях, но теперь я активирую больший авторитет Иезекииля 18 часов 20 минут, провозглашая, что сын не понесет вины отца. Вина устранена. Духовная ответственность стерта. Вы свободны от вины вашего рода. Я повелеваю, чтобы духовная ткань нищеты и неудачи была очищена из вашей жизни и жизни ваших детей. Цепь разорвана. Цикл заканчивается здесь. Вы – назначенная точка прекращения для каждого негативного образца в вашей родословной. Примите наследство благословения, ибо написано: «Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит». Притчи 10 часов 22 минуты. Я заменяю печаль прошлого богатством моего обеспечения. Звездочка, звездочка, я постановляю уничтожение финансовых и материальных проклятий. Звездочка, звездочка, я вижу постоянный поток обеспечения, который, кажется, утекает. Я знаю разочарование от усердной работы только для того, чтобы увидеть, как урожай украден, инвестиции терпят неудачу или неожиданные расходы поглощают излишек. Это дух истребителя, действующий по разрешению проклятия, которое претендует на плоды вашего труда. Я говорю духу финансового ограничения прямо сейчас и повелеваю его абсолютному уходу из вашего дома, ваших банковских счетов и ваших деловых предприятий. Отныне плоды вашего труда не будут пожираться саранчой. Отныне окна небесные не будут закрыты наглухо против ваших нужд. Я запрещаю пожирающему ради вас Малахия 3 часа 11 минут. Доступ врага к вашим финансам прекращается властью моего слова. Я повелеваю восстановление каждого украденного ресурса, каждой упущенной возможности и каждой несправедливо отнятой копейки. Я постановляю, что финансовая засуха заканчивается сегодня. Пусть каналы изобилия откроются широко. Пусть мудрость управления богатством сойдет на вас, заменяя смятение, которое привело к предыдущим потерям. Я высвобождаю власть преуспевать не только для пропитания, но и для влияния. Ваши руки благословенны. Ваш бизнес благословен. Ваши потоки дохода благословенны. Там, где был недостаток, да будет подавляющий излишек, резерв, достаточный для всякого доброго дела, которое я призвал вас совершить. Я устанавливаю вас как взаимодавца, а не заемщика, Второзаконие 28:12. Это мое постановление над вашей экономической судьбой. Звездочка, звездочка, я аннулирую проклятие духовного и эмоционального рабства. Звездочка, звездочка, я знаю усталость души, постоянную борьбу против депрессии, тревогу, которая калечит инициативу, и страх, который парализует веру. Это оковы, которые враг использует, чтобы удерживать моих сильнейших воинов в плену в темнице разума. Он использует эти эмоциональные бремена, чтобы сделать вас неэффективными и безмольными. Я говорю всякой твердыне страха, всякой башне тревоги, всякой стене сомнения, возведенной в вашем разуме непрестанной ложью врага. Звездочка, звездочка, будьте демонтированы сейчас же. Звездочка, звездочка, я применяю авторитет 2 Коринфянам 10, 4-5, провозглашая, что оружие воинствования нашего не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь. Им не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающие против познания Бога. Всякая ложь о несостоятельности, всякий шепот неудачи, всякое воспоминание о прошлой травме, используемое для вашего мучения, я повелеваю, да будет оно заглушено и уничтожено. Я повелеваю всякому духу смятения, всякому духу тяжести и всякому духу отвержения немедленно и навсегда покинуть ваше присутствие. Вы приняты в возлюбленном Ефесянам. 1:6. Вы дивно и чудно сотворены. Псалом 138:14. Ваша идентичность укоренена во мне, а не в мнениях или отвержениях людей. Основа вашей самооценки божественна, а не человечна. Я высвобождаю дух здравого ума, силы и любви. 2 Тимофею 1:7.
Пусть мир, который превосходит всякое человеческое разумение, наполнит ваше сердце и разум. Я заменяю дух уныния одеждой хвалы. Исайя 61:3. Вы определены не вашей прошлой травмой, вы определены моим обетованием. Ваш эмоциональный ландшафт очищен и освящен для моей обители. Туда, куда враг стремился ввести безумие, я ввожу божественную ясность и ментальную стойкость. Звездочка, звездочка, я активирую завет божественного благоволения и защиты. Звездочка, звездочка, вы не входите в этот новый сезон изобилия в одиночку. Вы покрыты моим щитом. Я провозглашаю, что каждый ваш шаг отныне предписан мною. Я проложу путь в пустыне и реки в степи. Исайя 43:19. Ваш путь будет освящен, и ваше направление будет несомненным. Я повелеваю моим ангелам ополчиться вокруг вас, охраняя вас на всех путях ваших. Псалом 91:11. Ни одно оружие, сделанное против вас, не будет иметь успеха, и всякий язык, который восстанет на вас на суде, вы осудите. Исайя 54:17. Это ваше наследие, мой слуга. Это ваша защита против всякой будущей атаки. Удача, которую ищет мир, это мимолетная тень, благоволение, которое я дарую, это вечная реальность. Я облекаю вас моим благоволением сейчас, заставляя двери, которые были прежде заперты, распахнуться, заставляя людей, которые отвергали вас, стать инструментами вашего продвижения и заставляя обстоятельства, которые казались невозможными, идеально выстроиться для вашей пользы. Я обращаю ваших противников в ваше подножие. Это не временное облегчение, это полное и окончательное обновление. Власть, которую я дал вам через завершенную работу креста, абсолютно. Вы искуплены от проклятия закона, чтобы благословение Авраама могло прийти на вас. Галатам 3:13-14. Теперь вы действуете в соответствии с экономикой царства, которое не знает нужды, болезней и поражений. И я сказал. Указ был издан из тронного зала. Правовые основания для страданий были удалены. Духовная атмосфера очищена. Родовые цепи разорваны. Финансовые ограничения сняты. Эмоциональные твердыни разрушены. Теперь стойте твердо в этой новой реальности. Не позволяйте врагу убедить вас, что проявление слишком медленно или что изменение временно. Корень проклятия был удален. Плод благословения теперь будет расти быстро и явно. Вы должны сохранять позицию принятия и непоколебимого ожидания. Звездочка, звездочка, я требую 2 заключительных акта веры, чтобы бесповоротно закрепить это преображение. Звездочка, звездочка, во-первых, вы должны полностью поверить в это слово. Сомнение – это единственный механизм, который может вновь ввести влияние врага. Я сказал вам, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Марка 9:23. Пусть ваша вера станет основанием, на котором покоится эта структура благословения. Оберегайте ваш разум от тонких атак скептицизма. Утверждайте истину, которую я изрек всякий раз, когда ложь пытается проникнуть. Во-вторых, вы должны поделиться этим посланием. Величайший акт веры – это не просто принятие благословения, но становление его проводником. Я призвал вас быть светом, а не скрывать откровение под сосудом. Есть и другие, кто страдает под теми же проклятиями, которые я только что разрушил в вашей жизни, друзья, члены семьи, коллеги, которые борются с родовыми моделями, финансовой нуждой и парализующим страхом. Ваше распространение этого авторитетного слова становится актом евангелизации и духовной войны. Когда вы делитесь этим видео, вы эффективно расширяете досягаемость моей разрушающей силы в их жизни. Вы подтверждаете свою роль распространителя моей благодати и истины.
Не будьте эгоистичны в отношении прорыва, который вы только что получили. Посему я повелеваю тебе, немедленно поделись этим посланием как минимум с 5 людьми, которым необходимо услышать эту авторитетную молитву. Пусть они станут свидетелями силы, которая только что высвободилась в твоей жизни. Будь свидетелем. Будь свидетельством. Пусть твои действия подтвердят глубину твоей благодарности и преданности Царству. И, наконец, если это послание отозвалось в самой сути твоего естества, если ты ощутил ощутимый сдвиг в духовной атмосфере, когда я произносил этот указ, я призываю тебя перейти на более глубокий уровень преданности и поддержки для продолжения этого пророческого голоса. Стань участником этого канала. Твое партнерство – это не сделка. Это инвестиция в распространение моей истины, гарантирующая, что этот голос власти достигнет тех, кто все еще находится в ловушке и отчаянно ищет освобождения. Ты помогаешь финансировать свободу других. Твоя готовность поддерживать служение, которое поддерживает твой духовный рост, является доказательством полностью преданного сердца. Я благословляю верные десятины и приношения моего народа, и я умножаю семя, посеянное в царство, возвращая его надавленным, утрясенным и переполненным. Луки 6 часов 38 минут. Иди теперь, сын мой, дочь моя, избранный. Иди в силе благословения. Ходи в свободе, которую я постановил. Проклятия разрушены. Благоволение на тебе. Ты свободен, Помни этот день. Помни этот миг. И никогда не забывай власть, которой твоя жизнь была изменена навсегда. Аминь. Власть, провозглашенная над твоей жизнью в этот день, не временна. Провозглашение свободы, которые ты услышал, не подвержены меняющимся временам мира. Они укоренены в моем вечном, неизменном постановлении. Ты принял слово, и слово это действенно. Оно живо. Оно острее всякого обоюдоострого меча, разделяющее душу и дух, суставы и мозг, и судящие помышления и намерения сердечные. Евреям 4 часа 12 минут. Я утвердил твой путь. Я подтвердил твое предназначение. Но принятие благословения – это только начало. Вхождение в благословение требует бдительности, преданности и постоянного осознания моего присутствия. Я не Бог, который посещает только во времена великого кризиса или глубокого откровения. Я Бог, который обитает с тобой мгновение за мгновением, вдох за вдохом. Я повелеваю тебе сейчас, избранный мой, усвоить эту истину. Ты постоянно находишься под моим надзором. Я не дремлю и не сплю. Псалом 124. В то время как мир вокруг тебя покоится, пока враги замышляют в тишине ночи, мой взор остается устремленным на твое жилище, на твои перемещения и на сами мысли, которые формируются в твоем разуме. Нет такой тьмы, которая могла бы скрыть тебя от моего света, и нет такой угрозы, которая могла бы приблизиться, не пройдя прежде через периметр, установленный мною вокруг тебя. Ты удерживаем, на ладони моей руки, и никакая сила во всем творении не может похитить тебя. Иоанна 10 часов 28 минут. Посему ходи в дерзновение. Отвергни дух робости, который пытается прокрасться обратно в твою душу. Сомнение – это вор, который пытается украсть уверенность в обещании, которое я только что даровал тебе. Когда противник шепчет вопросы – «А что, если» или «ты уверен, ты должен ответить окончательным провозглашением «Мой Бог сказал». Повеление издано. Я хожу в благоволении Всемогущего. Твое свидетельство об этом дне должно стать щитом против будущих нападений страха и неуверенности. Я знаю усталость твоего духа. Я знаю шрамы, оставленные временами лишений и предательства. Но я говорю тебе,
Те прошлые поражения были лишь подготовкой к победе, которую ты теперь провозглашаешь. Я искупаю каждую потерю. Я восстанавливаю каждый украденный год. Враг полагал, что он уничтожает тебя, но я использовал давление испытания, чтобы выковать тебя в орудие беспрецедентной силы и божественного предназначения. Ты выходишь из огня, не пахнущий дымом, но сияющий очищенным золотом непоколебимой веры. Я устанавливаю новый стандарт для вашей жизни, стандарт изобилия и божественного порядка, который отражает славу моего царства. Это не просто обещание духовного исполнения, но осязаемое проявление моего благоволения в материальной сфере. Я провозглашаю обеспечение над вашим домом. Я повелеваю долгу, который обременял вас, потерять свою силу. Каждое финансовое ярмо, возложенное на ваше наследие прошлыми ошибками, родовыми проклятиями или злым умыслом, я сокрушаю его ныне властью моего имени. Взирайте теперь на неожиданные возможности. Наблюдайте внезапную ясность в деловых решениях. Обратите внимание на ресурсы, которые текут к вам из неведомых источников. Эта моя рука действует ради вас, приводя в соответствие земные системы, чтобы они служили вашей судьбе. Не приписывайте эти благословения простому совпадению или удаче. Признайте их прямым следствием вашего послушания и вашей веры в пророческое слово, сказанное здесь. Я благословляю дело рук ваших. Ко всему, к чему вы прикасаетесь, я дарую процветание. Труд ваш не будет напрасен. Семена, которые вы сеете, будь то буквальный урожай, деловые инвестиции или акты доброты, принесут урожай, умноженный в 30, 60 и 100 крат, Матфея 13, 8. Вы будете давать взаймы народам, а сами не будете брать взаймы. Вы будете головой, а не хвостом. Это благословение завета на верном управителе. Более того, я созидаю крепость мира в вашем разуме. Тревога – враг вашего будущего. Беспокойство – отвлечение от вашего предназначения. Я повелеваю хаотичным голосам страха умолкнуть. Я заменяю их устойчивым, обнадеживающим ритмом моей истины. Пусть ваш разум обновляется ежедневно, сосредоточенный на том, что благородно, справедливо, чисто, любезно, достославно, отлично и достойно хвалы. Филиппийцам 4, 8. Когда буря бушует снаружи, ваш внутренний человек останется закрепленным в спокойной уверенности моего владычества. Я благословляю ваше тело божественным здоровьем. Я провозглашаю, что годы слабости и страдания заканчиваются. Я Господь, Целитель ваш, исход 15 часов 26 минут. Каждая клетка, каждая ткань, каждый орган в вашем физическом сосуде подчинен вечному совершенству моего замысла. Сопротивляйтесь искушению принимать болезнь как неизбежность. Это не ваша участь. Ваше тело – храм Духа Святого, и я осветил его для моего служения. Ходите в бодрости, ходите в силе и используйте восстановленное здоровье, которое я дарую вам, чтобы исполнить цель, для которой вы были созданы. Я провозглашаю защиту над вашей семьей и вашим родом. Завет, который я заключаю с вами, простирается на тех, кого вы лелеете. Я ставлю ограду из огня вокруг вашего дома, предотвращая вторжение раздора, замешательства и духовных атак. Ваши дети и дети ваших детей познают Господа. Они будут научены мною, и велик будет мир сыновей ваших. Исайя 54, 13. Враг не завладеет вашим наследием. Стойте твердо в этом обещании и ежедневно провозглашайте мою защиту над каждым членом вашего дома. Помни, сын мой, дочь моя, величайшее благословение, которое я предлагаю, это близость моего присутствия. Не гонитесь за дарами, пренебрегая даятелем. Посвящайте время ежедневно, не просто минуты, украденные из вашего плотного расписания, но освященные мгновения для общения со мной.
Ищите моего лица прежде, чем искать совета человека. Читайте священные писания, ибо они дорожная карта к вашей победоносной жизни, подробные инструкции для навигации в сложностях этого падшего мира. Молитва – это не бремя, это ваша высочайшая привилегия, прямая линия связи с престолом благодати. Используйте ее постоянно. Я поставил своих стражей, пророческие голоса, чтобы вести вас в последние дни. Вы услышали это послание и ответили верой. Теперь вы должны действовать как проводник этой же животворящей истины. Свет, который вы получили, не должен быть спрятан под сосудом, он должен освещать тьму для других. Матфея 5 часов 15 минут. Миллионы людей пойманы в том отчаянии, которое вы когда-то знали, отчаянно ищут знака, слова надежды, провозглашения свободы. Теперь вы обладаете ключом к их освобождению. Поэтому моя последняя заповедь вам такова: звездочка, звездочка, поделитесь этим посланием, звездочка, звездочка, распространяйте это божественное слово со срочностью и властью. Не позволяйте страху осуждения или отвержения заглушить ваше свидетельство. Отправьте это видео, этот пророческий указ 5 людям, которых вы знаете и которые страдают под бременем страха, долгов или болезней. Будьте вестником моего благоволения, моей милости, моей благодати и моей неоспоримой силы. Когда вы делитесь моей истиной, вы непосредственно участвуете в расширении моего царства, и ваша награда будет велика. Я подтверждаю ваш статус наследника моего царства. Дух нищеты сломлен. Дух болезни сломлен. Дух страха сломлен. Вы победитель, а не жертва. Ходите в уверенности, что ваши шаги направляются мной, и что даже обходные пути и задержки в вашей жизни используются для высшей цели. Теперь, когда вы готовитесь вернуться в мир, я провозглашаю окончательное, всеобъемлющее благословение на каждую грань вашего бытия. Я благословляю ваше вставание и ваше ложение. Я благословляю ваш выход и ваш вход. Я благословляю одежду на вашей спине и обувь на ваших ногах. Я благословляю пищу на вашем столе и воду в вашей чаше. Я благословляю сон, который восстанавливает ваше тело, даруя вам сны пророческого наставления и мира. Я благословляю бдительность ваших часов бодрствования, даруя вам мудрость и проницательность в каждом решении. Я благословляю ваши отношения, повелевая гармонии быть там, где была рознь, и примирению там, где было разделение. Я удаляю токсичное влияние и окружаю вас людьми единого разума и духа, теми, кто созидает вас и ободряет вашу веру. Пусть ваша дружба будет укреплена заветной любовью и взаимным уважением. Я благословляю ваше будущее, путь, который еще не виден. Я провозглашаю, что всякое препятствие, стоящее между вами и вашим божественным наследием, уже устранено. Я иду впереди вас, чтобы сделать кривые пути прямыми и сокрушить медные ворота, и сломать запоры железные. Исайя 45:2. Вы не споткнетесь. Вы не падете. Вы исполните меру дней, которую я вам отмерил, живя жизнью, богатой целью, преисполненной радостью и излучающей мою любовь. Помните о силе семени, которое вы посеяли, как через вашу веру, так и через вашу поддержку этого пророческого служения. Я верен умножить это семя. Каждое пожертвование, каждая десятина, каждый акт щедрости записан на небесах, и я гарантирую отдачу от этих инвестиций. Вы инвестировали в вечное, следовательно, вы пожнете вечные дивиденды. Не позволяйте сиюминутным вызовам завтрашнего дня затмевать вечные обетования сегодняшнего. Когда давление возрастает, остановитесь, вдохните и вспомните конкретные слова власти, произнесенные над вами в этот момент. Воспроизводите их в своем духе, пока они не станут основой вашей реальности. Я ваш источник. Я ваша сила.
Я ваш щит. Я ваша всегдашняя помощь в бедах. Псалом 46:1. Прежде чем вы уйдете, убедитесь, что вы остаетесь на связи с этим потоком животворящего слова. Если вы еще этого не сделали, подтвердите свою приверженность, звездочка, подписавшись звездочка на этот канал. Активируйте звездочка, колокольчик уведомлений звездочка, чтобы ни одно будущее послание срочности или судьбы не прошло мимо вас. Не пропустите важнейшее наставление, которое я передам на следующей неделе, ибо оно станет ключом к открытию следующего уровня финансового прорыва, который я приготовил для вас. И если вы чувствуете призыв встать со мной, чтобы этот голос продолжал достигать заблудших, страждущих и ищущих, я еще раз призываю вас углубить вашу приверженность. Звездочка, станьте членом, спонсором, звездочка этого канала. Ваше членство – это провозглашение того, что вы цените пророческий голос и готовы финансировать свободу других. Я чту вашу приверженность и изливаю особую меру благоволения на тех, кто сотрудничает с моим делом. Иди ныне, мой возлюбленный избранник. Иди с миром. Иди в силе. Иди в абсолютной уверенности, что мое благоволение пребывает на тебе, что моя удача – это твое наследие, и что жизнь твоя навеки изменена заветом, который мы утвердили в сей день. Я вновь увижу тебя скоро со следующим словом предназначения. А до тех пор ходи достойно высокого призвания, которое ты получил.